Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. 7 живописных полотен, которые были задуманы как эпатажные или стали таковыми в СССР, помимо замысла их создателей. Баба-Яга 1917 года. Художник Виктор Михайлович Васнецов, годы жизни 1848-1926, был, как известно, черносотенцем, сторонником Союза русского народа. И свое политическое кредо выражал так: «Я как был, так и доселе остаюсь убежденным монархистом на исконных русских началах, то есть стою за православную веру, за самодержавного, неограниченного царя и за великий русский народ и его господство в русском государстве. И к всему подлинному мое кредо не нахожу нужным прибавлять никакой конституцио кью». Отсюда нетрудно догадаться об отношении живописца к революции, и свое видение ее он выразил в картине «Баба-Яга». Одетая в алый сарафан цветов революционного флага, злая ведьма в ступе уносит похищенную ей добычу – мальчика в белоснежной одежде. Насколько можно догадаться, ребенок символизирует собой русский народ, которому отведена роль жертвенного агнца. Большевик 1920 года. Художник Борис Кустодиев, годы жизни 1878-1927, наоборот, был горячим сторонником революции еще с 1905 года. В феврале 1917 он говорил дочери: «Ирочка, ты не понимаешь, что это за счастье, что у нас в Петербурге я вижу красные флаги свободы». В 1920 году живописец написал картину-аллегорию «Большевик». Он говорил, что его неудержимо привлекала к себе мысль выразить в большой картине чувство стихийного в большевизме. Как отметил историк культуры Михаил Лившиц, большевик для художника – это человек, выражающий волю большинства. Большевик неотделим от народа, он часть его. Он силен величием идеи, владеющих умами всех. Однако проблема была в том, что 15 годами ранее Кустодиев написал очень похожую антимонархическую аллегорию «Вступление», на которой изображено подавление московского восстания на Пресне в декабре 1905 года. Рушатся дома, горят пожары, над всем царит смерть. Уж слишком похожи были две картины, слишком одинаковое место на них занимали и смерть, и большевик, поэтому сам автор опасался, что его неправильно поймут, и даже побоялся отправлять картину на выставку, считая, что ее сочтут провокацией по отношению к советской власти. Однако его опасения не оправдались, картину прекрасно поняли, и она вошла в канон советской живописи, находилась в Третьяковской галерее, изображалась на советских марках 70-х годов и другой изобразительной продукции. Пушкин в Михайловском, 1932 год. Эта картина вызвала реальный скандал в СССР. Художник Петр Кончаловский, годы жизни 1876-1956, в молодости немало эпатировал буржуазную публику, будучи участником скандально известной футуристической группы «Бубновый валет». 30 декабря 1932 года в Москве открылась выставка работ художника, где была представлена его картина «Пушкин в Михайловском». Картина моментально оказалась гвоздем выставки. Дело в том, что главного русского поэта живописец изобразил так. Поэт сидел на диване, охваченный вдохновением, и скрестив по-турецки босые ноги в одной белой рубахе. Критики и многие зрители были шокированы. Образ Пушкина к этому времени остепенился и забронзовел настолько, что изображать его можно было только с должным пиететом. Не помог и восторженный отзыв критика Анатолия Луначарского. Прежде всего, нельзя не воздать хвалу Кончаловскому за то, что он взялся за Пушкина с самой трудной стороны. Изобразить момент творчества необычайно трудно.
Но всякий другой Пушкин, не творящий, есть случайный Пушкин. Вскоре сатирики Кукрыниксы на своем шарже изобразили с голыми ногами самого Кончаловского. Рисунок Кукрыниксов 1933 года. 30 декабря в Москве открылась выставка работ заслуженного деятеля искусств Кончаловского. Гвоздь выставки – картина, изображающая Пушкина, в рубашке и без штанов, во время процесса писания, чтобы доказать Кончаловскому, как неприятно быть изображенным в непристойном виде. Наши художники Кукрыниксы нарисовали в такой же позе и самого заслуженного деятеля. А впрочем, это всего-навсего дружеский шарж. Все в порядке. Шлем привет уважаемому Петру Петровичу. После этого Кончаловский написал новый вариант картины, где укрыл ноги поэта стеганым одеялом и слегка навел порядок на его столике. Однако и эта исправленная версия критикам не понравилась. Слишком домашний затрапезный образ поэта продолжал резать им глаза. Портрет жены и дочери художника, 1915 год. Аристарх Лентулов, годы жизни 1882-1943. И еще одной мишенью для критики в газете «Правда» стало творчество авангардиста Аристарха Лентулова. Вот картина Лентулова «Портрет жены», вместо лица каша грязных буро-фиолетовых подтеков. Ничего человеческого нельзя найти в этом изображении. Таковы же пейзажи Лентулова. Чем объяснить ту смелость, с которой Лентулов выставляет свои работы, и ту снисходительность, с которой жюри выставок отводит им место, отнимая его у талантливых художников, имеющих неизмеримо большие права на внимание советского зрителя, гласило в газетной статье о творчестве Лентулова. «Обнаженная. Крым. 1916 год». Роберт Фальк. Годы жизни 1886-1958. 1 декабря 1962 года глава советского правительства Никита Сергеевич Хрущев посетил выставку «30 лет Мосха» в московском Манеже и устроил публичный разнос художникам-авангардистам. Все это нашумевшее событие, как пьеса, распадается на несколько отдельных актов. Первый акт разыгрывается возле картины Фалька «Обнаженная». Ведь именно возле «Обнаженной» и произошло первое закипание Никиты Сергеевича. Он явно не знал, что Роберта Фалька уже 4 года как не было в живых. Иначе, наверное, выбрал бы какую-нибудь другую мишень. Но увидел он именно эту картину. И разозлился. Хрущев возмутился тем, что Фальк будто бы измазал натурщицу зеленой краской. Он не мог понять, почему обыкновенная с его точки зрения розовая баба вдруг стала зеленой. Я хотел бы спросить, женаты они или не женаты, а если женаты, то хотел бы спросить, с женой они живут или нет. Это извращение, это ненормально. Так были записаны его слова в стенограмме. Я бы, например, сказал тем людям, которые увлекаются всякого рода мазнёй, не рисуют, не создают картины, а буквально мажут их. Вы, господа, говорите, что мы, видимо, не доросли до понимания вашего искусства. Нет, мы, наш народ, понимаем, что хорошо, а что плохо. И если эти, с позволения сказать, художники, которые не хотят трудиться для народа и вместе с народом, выразят поехать желание за границу к своим идейным собратьям, то пусть они попросят разрешения на выезд. В тот же день получат паспорта, и пусть они там хоть на головах ходят. Но у нас, пока мест, такое творчество считается неприличным. У нас милиционер задержит за это. Благодаря критике Хрущева выставка получила грандиозную рекламу. Между прочим, на похоронах Роберта Фалька в октябре 1958 года Илья Эренбург предсказал, что вскоре наступит то время, когда музеи будут спорить из-за картин Фалька. Это время и наступило 1 декабря 1962 года.
Сельский крестный ход на Пасхе, 1861 год, Василий Перов. Василий Перов был одним из основателей объединения художников-передвижников, но отказался от салонных сюжетов и изображал обычную жизнь простых людей. Широко известна его картина «Тройка», на которой нищие дети тащат огромную бочку с водой. Перов был признанным художником, но картина «Сельский крестный ход на Пасхе» вызвала настоящий скандал. Общество было недовольно, прежде всего тем, что художник показал светлый праздник Пасхи как пьяную процессию. У крестьян полузакрытые от хмеля глаза. Подвыпивший поп раздавил ногой пасхальное яйцо. Пьяницы валяются прямо у дверей церкви. В Санкт-Петербурге эту картину сняли с выставки и обвинили автора в безнравственности. Но Павел Третьяков, хоть его и отговаривали, все равно приобрел эту картину. «Авиньонские девицы», 1907 год, Пабло Пикассо. Эта картина повергла общественность в шок. Чем именно, спросите вы? Но, разумеется, чрезмерно откровенным изображением работниц публичного дома. Яркая, агрессивная сексуальность не понравилась зрителю, из-за чего Пикассо был вынужден снять картину с выставки и долгие годы прятал ее в закромах мастерской. Изначально картина называлась более откровенно «Авиньонский бордель». По свидетельству самого Пикассо, он назвал ее так в память о тех веселых деньках, когда жил неподалеку от квартала Красных Фонарей в Барселоне. Должно быть, не только жил, но и наведывался в местные заведения. На полотне изображены 5 обнаженных женщин легкого поведения в ожидании клиентов. Спасибо, что дослушали до конца. Лайк и подписка – отличный способ поддержать автора.